В сегодняшнем видео мы покажем весь процесс изготовления и монтажа 3D потолков с подсветкой из акрилового гипса. Производство 3D потолков из акрилового конструкционного гипса – это авторская разработка завода гипсовой лепнины Декоргипс, которая не имеет аналогов. Процесс изготовления очень трудоемкий, включает в себя много этапов производства, и вся работа выполняется вручную высококвалифицированными мастерами. Использование современных материалов и авторская методика производства позволяет изготавливать изделия такой сложной формы тонкими и изящными, без утяжеления. В работе используется специальная смесь конструкционного гипса. Материал – это главный фактор, от которого зависит качество, а главное – небольшой вес изделия. Из любого другого гипса, даже самой высокой марки, невозможно изготовить изделие такой прочности, при этом без дополнительной толщины и веса. Мастер замешивает компоненты и приступает к изготовлению. Смесь быстро схватывается, а так как слои изготавливают максимально тонкими, мастер размешивает небольшой объем смеси. Когда смесь готова, мастер приступает к работе. Первым этапом наносится главный слой, который станет лицевым. Первый и все последующие слои наносятся вручную кисточкой. В такой сложной работе и многоуровневой форме это единственный способ добиться высокого качества при минимальной толщине изделия и сохранить небольшой вес каждой детали. Стандартный метод заливки гипса в формы неприемлем при такой разнице в толщине, так как если залить деталь полностью, в первую очередь заполнение и толщина слоя будет неравномерной, а мы производим прочные и долговечные детали, которые будут украшать интерьеры долгие годы. Во-вторых, деталь будет слишком тяжелой для конструкции потолка. Форма деталей также была разработана мастерами завода гипсовой лепнины Декоргипс. Такой дизайн очень полюбился заказчикам, поэтому впоследствии мы увеличили разнообразие форм, и сейчас в нашем ассортименте 3 типа размера деталей с шириной узора на 30, 40 и 50 см, из которых собираются круглые потолки на 2, 3 и 4 метра, овальные, а также квадратные потолки размером от 1,60 м и до неограниченных габаритов комнаты. Декоративные элементы были изготовлены на ЧПУ станке в несколько этапов, а затем по мастер-моделям изготовили силиконовые формы. Подробнее о производстве силиконовых форм вы можете узнать из нашего видео по подсказке вверху. Мастер наносит необходимое количество слоев, тщательно кисточкой прорабатывает нанесение каждого слоя. Убедившись, что количество слоев достаточно, мастер приступает к армированию. Под размеры формы вырезается стекловолокно. Мастер укладывает армирующую сетку по форме модели. Затем приступает к нанесению слоев и закреплению сетки внутри детали. Смесь полностью покрывает сетку. По мере застывания мастер проверяет деталь и продолжает намазку смеси.
Убедившись, что деталь закончена, смесь оставляют застывать. Затем начинается этап доработки детали. В первую очередь убираются излишки сетки по контуру, край зашлифовывается. Когда край обработан, деталь извлекают из формы. Заготовленные детали отправляют на склад. Далее каждая деталь обрабатывается вручную мастером по фрезеровке. Это очень кропотливая и долгая работа. Вручную вырезаются все излишки материала и сетки в необходимых местах. В этих местах подсветка будет проходить сквозь рисунок, создавая эффект парящего потолка. Фрезеровка одной детали занимает 1,5–2 часа времени. За день мастер фрезерует 5–6 деталей. После прорезания каждого отверстия мастер равняет край отверстия фрезой. В дальнейшем все края повторно обрабатываются наждачной бумагой. Когда деталь полностью отфрезерована, мастер обрабатывает и сглаживает рельеф на задней стенке. Следующий этап – это доработка фрезерованного изделия. Мастером обсматривается каждая деталь на предмет воздушин и дефектов. При выявлении они шпаклюются и шлифуются. Мастером гладкость изделия доводится до идеала. Затем деталь отправляют на первую покраску. Краска гладким слоем покроет деталь и выявит любые несовершенства.
покрашенную деталь вновь подмазывают и шлифуют, устраняют любые неровности и впадины, доводят изделие до чистовой покраски. На финальную доводку детали уходит до 5 часов времени, то есть за день мастер подготавливает под чистовую покраску всего 2 детали. Законченную деталь отправляют на чистовую покраску. Изделия на потолок устанавливаются уже подготовленными и покрашенными в белый цвет. Покраска выполняется в покрасочной камере на вращающейся платформе белой водоэмульсионной краской. Покрашенные изделия оставляют на просушку на сушильном стеллаже, после чего отправляют на склад. Монтаж готового потолка производится на установленные направляющие из гипсового молдинга. Подробнее о монтаже гипсовых изделий на потолок вы можете узнать из нашего видео по подсказке вверху. Под каждый вид потолка мы выдаем чертежи гипсокартона, который собирает бригада строителей на объекте. После монтажа молдинга короб и потолок окрашиваются в белый цвет. Мастерами по освещению по периметру короба устанавливается светодиодная лента. Ее не видно за направляющими молдинга, и создается эффект парящего потолка, сквозь который проходит свет. Многим кажется, что за декорами установлено стекло, но на самом деле этот эффект достигается путем рассеивания света по потолочной нише. Мастер приступает к монтажу потолка. Этот процесс достаточно прост и позволяет в дальнейшем самостоятельно полностью снимать и устанавливать детали потолка при необходимости, уборке или замене подсветки. Детали узора собираются поочередно, согласно чертежу. По окончании установки включается освещение потолка и проверяется правильность сборки узоров.
При необходимости детали узора также легко извлекаются из короба. Оригинальный дизайн изделия сделает оформление интерьера по-настоящему исключительным и запоминающимся. Использование 3D-потолков от завода гипсовой лепнины Декоргипс – это гарантия качества и быстрого своевременного изготовления нужного вам объема. Доверяйте свои интерьеры только профессионалам своего дела. Спасибо за внимание! Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, задавайте интересующие вопросы. Посмотрите также другие наши видео, в которых мы делимся опытом и рассказываем о всех тонкостях нашей работы.